Дождь – это не повод оставлять птицу без травы, а наоборот, грязный вольер хоть на немножко становится красивый и полезный. Был очень сильный ливень ночью, гроза. Все грязное, все залито ураганным дождем. Но птица должна все равно кушать зелень. Обязательно все равно я привожу зелень, траву. Летом максимально куры должны кушать много травы. Прошел сильный ливень. Вот почему я люблю огурцы выращивать на вот таких вот опорах. Смотрите, огурцы все чистенькие, красивенькие, как на картинке. А если бы они были на земле, выращивались лежа, то это все выглядело бы совсем по-другому. Листья были забрызганы бы землей, все было грязное. Вот, смотрите, как прекрасно можно собирать урожай, когда у нас огурцы вот на такой высоте. Во-первых, еще когда огурцы выращиваются на земле, они, когда вы их собираете, наступаете на плети. Как бы вы ни старались, но на плети все равно вы наступаете. И, естественно, передавливается этот ствол, и уже дальше не поступает сок, и огурец начинает засыхать. Ну и все, и не растет дальше. А здесь непрерывное, длительное плодоношение. Вот, смотрите, какие прекрасные огурцы получаются. Это после ливня, и они чистые. Это самое главное. Ну и растения тоже прекрасно себя чувствуют. Вот, не забитые дождем. Много огурцов. Вот, показываю вам. Это в этом году у меня здесь посажен сорт Аргумент. Вот такой очень много пупырчатый огурчик. И над огурцами обязательно солнцезатеняющая сетка. Это обязательное условие, если вы хотите, чтобы огурцы у вас плодоносили аж до морозов. У меня такое практикуется. Аж до морозов на концах плетей еще у меня всегда есть огурцы. Прекрасно огурец чувствует себя под накрытием, солнце не печет. И обязательный полив огурца. Огурец – это вода, он состоит из воды и любит полив.
Смотрите, а это уже второй день. Я аккуратно покажу. Вот видите, курочка уже сама сюда пришла и сама сидит уже в гнезде. Вот. И там, где я положила солому, сено вернее, и там еще одно яйцо ее лежит со вчерашнего дня. Я его не забирала. И вот так вот они приучаются. Мне очень часто спрашивают, как приучить кур к таким гнездам. Вот я вам показала реально, как можно даже за полдня, за один день это сделать. Курочка уже сама знает, куда ей нужно прийти. А потом через неделю убрать это сено. И таким образом курица будет туда нестись уже без сена, со скатом яйца в яйцеприемник. Кстати, вот этой курочке тоже пора уже нестись. У нее уже тоже становится ярким гребешок. И отрастает до такого состояния, когда первый признак того, что курочка несется. Помидоры, ничего не пропадает. Все с огорода. Там, где не кондиция, все могу дать в курятник. Все у меня съедают курочки. А за это они мне дают вкусные яйца. И я иду собирать яйца. В курятнике у нас темно. Нет электричества, но ничего страшного. Для того, чтобы собрать яйца, особо электричество нам не надо. Вот сколько яиц снесли мои курочки. И что хочу сказать. Опять начинается квочка. И, пожалуйста, еще одна квочка. Смотрите, сейчас я вам покажу ее. Вот это молодая курочка прошлого года. Ну, выходи, выходи, покажись, покажись, какая ты красивая. Видите? И еще одна квочка у меня. Вот такая красивая. Но уже конец июля, квочка мне, конечно, уже и не надо. И вот еще одна, смотрите. Красотка. Еще одна. И вот меня часто спрашивают, часто пишут, если яйца забирать каждый день, нужны ли такие гнезда? Вы знаете, вот это первый ответ на этот вопрос. Вот у меня сейчас две квочки. И если бы это были обычные гнезда, что бы они делали? Они бы их грели. Пока меня нет, они бы их грели. Квочки садятся на гнезда и начинают насиживать яйца. Если это гнезда с обычной соломой и в открытом доступе яйцо, курица садится и сидит, не вставая с яиц. Вот это первый ответ на ваш вопрос. Эти гнезда сохраняют вам яйца от насиживания квочками, которых, может быть, вам некуда отсадить. Может быть, вам не нужно их садить на яйца. А они все равно будут вам греть яйца. Во-вторых, так, видите? Вот я вижу съеденное яйцо в гнезде. Во-вторых, ваши куры могут научиться кушать яйца. И они будут благополучно съедать все яйца в гнезде. И вы просто даже
если вы будете... Ого! Ничего себе, какое здоровенное. Вот это не маленькое, а это еще больше. И уже, смотрите, его кто-то клюнул. И даже если вы будете собирать яйца каждый день, все равно можете не уследить. И куры будут съедать все яйца. Поэтому мой ответ, если даже вы можете каждый день собирать яйца, все равно такие гнезда — это очень хороший вариант для сохранения яйца от расклева, от насиживания квочкой. Очень много плюсов. Когда очень плохая погода, на улице грязь или зимой оттепель, как бы вы ни собирали яйца, даже 3 раза в день, заходя в курятник, все равно яйца будут очень грязные. У кур лапы, естественно, грязные, и чтобы снести яйцо, курица заходит в гнездо и пачкает все яйца, даже которые она только-только снесет. А в этих гнездах, посмотрите, какие чистые яйца. Даже в слякоть, даже в очень мокрую погоду они всегда чистые. Ну вот исключение такие случаи, когда яйцо остается в гнезде. Вот, видите, оно задерживается на мусоре. И, естественно, становится добычей курицы. И курица может склевать яйцо. Вот так вот происходит. Видите? Это все потому, что, естественно, с лапами заносится мусор в гнездо. И на этом мусоре яйцо задерживается и не скатывается. Вот видите, как оно там лежит. И оно не катится, потому что лежит на мусоре, который принесла курица на лапах. И вот такая вот история получается из-за того, что гнездо пачкается. Но это бывает очень редко. Все равно, несмотря на вот такие вот ситуации, все равно, даже если вы собираете яйца каждый день, эти гнезда вам просто необходимы. Тут у нас сидит, угадайте кто? Правильно, голошейка. Вот она. Это голошейка не квочка, это курица несется. Так, это еще чистое заберу, и это еще чистое. Это так себе по чистоте. Ну и минус одно яйцо. И вот такой яркий желток у домашнего яйца. Все, убираю, мою. Смотрите, желток держится. Какой краситель у желтка. Здесь яйцо я вам показывала. Было разбито давно-давно яйцо. И вот видите, все помыто там, но вот такой сильный каротин у домашнего яйца. И думаю, здесь точно так же будет. Такое же пятно останется на линолеуме. Квочка сидит, все подслушивает. Ты подслушиваешь? Есть у меня место, куда я могу отсадить эти обе квочки, чтобы они перестали. И, по-видимому, я это сделаю. Такое место у меня есть. Так, а что же у нас тут еще? Это металлическое гнездо с яйцесборником. Так, посмотрим, посмотрим. Ого! Курица Марана опять несется. То она перерывчик себе делает, а теперь опять занеслась. Молодец. И 3 голубых яйца. Молодцы.
и одно обычное. Все. Все. Яйца собраны. Ну вот столько получилось яиц от всех моих кур-несушек в конце июля. И одно яйцо съели. Бессовестные. Ну а так вообще-то вы молодцы. Вот какой яркий гребешок. Эта курочка несется. Яркий гребешок. Курочка несется. Конечно, нету электричества, это очень плохо. Особенно для цыплят, которые только-только начинают нестись. Это не очень хорошо, но ничего не поделаешь. А я пришла, знаете что? Я решила, я вам показывала, курочка здесь сидела, и смотрите, видите, уже 2 яйца. А я пришла, знаете зачем? Я решила это яйцо забрать и положить детскую игрушку, как я это обычно делаю. Просто обычную детскую игрушку, которую я покупаю, когда перед Пасхой. И вот это яйцо я положу, а эти два заберу. Горячие. Как-то странно, смотрите. Первое яйцо было огромное, все наоборот. А теперь они уменьшаются. Становятся мельче, как обычное яйцо молотки. А первое было крупнющее. Интересно. Вот такие зеленые яйца у чубатого доминанта из Чехии. Вот такие. А вот это пусть лежит и привлекает внимание этой курочки к этому гнезду. Первая кукуруза
Конец июля. Смотрим. Вот такая уже. Вот такая. Вот. Конечно, ей еще подрасти, но уже так хочется кукурузы, не могу. Так, это рано вырвала. Ну, хоть чуть-чуть. Вот такая. В этом году очень была холодная весна с затянувшимися ночными морозами, поэтому кукурузу посадила в этом году позже. Обычно у меня уже в это время много кукурузы. Ой, как она через экран не пахнет, вам нет? А мне пахнет. Ой, какая вкусная. Класс. Биколор. Двухцветная. Это кукуруза сорт Николь. Вот я ее отдельно вырвала и хочу показать вам. Смотрите, Николь. Какая красивая кукуруза. Рановато. Беленькая, да? Очень маленькая, мелкая, молочная, молочная, такая вкусная. Ой, смотрите, какая Николь. Больше белых зерен, чем желтых. Но тоже двухцветная. И вот она тоже первая созревшая. Вот такая. Николь. Если здесь Канада, Биколор, больше желтеньких зернышек, то здесь больше беленьких. Но это все сахарная кукуруза, которая варится 15 минут. И все. Вот очень много белых. Николь. Когда я сеяла морковку, я говорила, что я сею очень много для того, чтобы летом делать соки. И не жалея рвать много морковки. Поэтому вот столько морковки у меня всегда много. Летом сколько угодно можно рвать и пить соки, не жалея. А вот здесь вот у меня отдельно морковка посеяна, я тоже вам показывала. Это из пакетика, из каталога, там где было написано: сфотографируй урожай и получишь бесплатно семена. И вот здесь вот она у меня отдельно посеяна, и я ее иногда вот так по одной в течение лета вырываю, контролирую, какая же она. Ого! Ну вот такая вот сейчас она. Вот. Так. Еще одну хочу вырвать. Угу. Видите, какая большая? Все. Вот так. Она просто, наверное, огромная. Надо брать лопату. Так, ну вот здесь она вот такая. Тоже я стараюсь вот так, чтобы проредить. Вот в центре, видите? Чтобы место было для остальной роста. Ну, скажу сразу, по морковке у меня есть гораздо лучше, гораздо больше и гораздо оранжевее морковка из той, которую я обычно сажаю. Не в восторге, я скажу сразу про эту морковку.
Ничего особенного не вижу. Морковка как морковка. Даже хуже, чем у меня растет. Еще раз повторяюсь. Ну, пусть еще растет. А для этой надо нести лопату. Потому что вот так вот морковку я не оставляю. Обязательно ее заберу, потому что она может пропасть потом. Потому что она может тут потом сгнить. Поэтому ее нужно все равно забрать. Ага, обошлась без лопаты. Ну и не сильно она такая, чтобы... Вау, нет. У меня есть гораздо лучше сорта. Ну, посмотрим. Бывает такое, что морковка в августе начинает очень экстренно быстро расти. Ну, вот, смотрите, гораздо лучше морковка. Вот, гораздо лучше. Там, где вырвали морковку, обязательно нужно закрыть это место землей, чтобы другая росла хорошо. Помидор Мадрид. Вот такой он здоровенный. Наверное, грамм 700 будет точно. И вот они все такие большие. Это Мадрид. И вот тут тоже. Иду собирать помидоры. Вот некоторые буду вам называть сорта, а некоторые, я думаю, что может быть и не надо. Вот такая красота. Сержант Пеппер. Вот какая красота. Розовые помидоры начинают спеть. Красные не отстают. Собираю урожай сегодня уже. Помидор Беллис. Вот такие вот они большие. Это розовоплодный. Вот такой вот он есть. И есть вот такие экземпляры. Вот. И вот такой есть.
Очень хорошо, что мне в нем нравится, у него нет зеленых плечиков. Видите, и в разрезе он внутри весь вот такого цвета. Вот чем мне нравится этот Беллис. Зажала его между, смотри, между двумя этими стволами зажался немножко. Ну, вырос хороший. Вот. Какой-то? Это Ханимун. Ханимун. Вот смотри, сколько зеленых. Еще много. Так, а вот это Сержант Пеппер. Очень вкусный он. Но это салатный. Его не консервируют, но он очень вкусный в салате, потому что он прямо сладкий. Плечики должны быть фиолетовые. Вот. И он таким сердечком. Сержант Пеппер. Вот такое сердечко должно быть. Вот ровненькое, красивое сердечко с фиолетовыми плечиками. Ну, понятно, что он должен еще поспеть. И вот как их уже много. О! Уже сами хотят в ведро. Крупные очень. Посмотри, какой крупный помидор. Вот такой. Pink Sweetness. То есть практически у нас пока что только розовые. Но мы любители розовых помидоров. Уже надо брать другое ведро, потому что они будут давиться нижние. Вот практически вся кисть, которая внизу на земле, ее всю выкинуть надо. Вот это мне не нравится. Вот это, видишь? Кошмар. Видишь, что делается? Видишь, все порченное. Зефир в шоколаде. Видишь, какой он? Он не красный, не розовый, а вот такой вот коричневатый. Мне говорят, как вы запоминаете все сорта помидоров? Да ничего я не запоминаю. У меня есть тетрадка, где написаны все названия всех сортов посаженных. Потому что запомнить это все невозможно. Вот это Pink Bush. Обалденные помидоры. Такие, знаешь, на баночку. Они такие твердые, шкурка такая у них твердая. Транспортабельные, короче говоря. Ой, кто-то упал. Жалко. Ногой. Ну, такое бывает. Так, амурский тигр не рвется. Опа! Надо секаторы брать. Громадина просто. Томатный сок. Смотри, какая громадина. И куда его теперь ложить? Вот он какой полосатый, красивый. Класс. Смотри, какой здоровенный. Ого! Ого! Урожай, урожай помидоров. Ура! Все, теперь буду брать ящик. Только ящиками помидоры. Боже, сколько! Для черри надо самосвал. Кошмар, сколько их много. Уже поспели. Какие вкусные. Я так давно искала вот такой черри, чтобы он был в одной вот такой кисти. Длинненькая, вот такой вот я хотела давным-давно. Мне все время попадались почему-то такие кисти сложные. Класс. А вот такой вот ровненькая, как в магазине у меня не попадалось такого. Гибрид Тарасенко. Вот это все ветки. Я положила ящик, чтобы хотя бы на ящике они лежали. Смотри. Смотри, это вообще у него очень много всяких. Гибрид Тарасенко 1, гибрид Тарасенко 2. У него очень много сортов, вот такие урожайные. Это знаменитый селекционер украинский. Очень обильно урожайные. Посмотри, вот это одна кисть, вот это вторая кисть, вот это третья кисть. Понимаешь, какой он? Очень классный. И он доверху еще, вот еще кисти пошли, вот еще пошли. И наверх пошли. Помидор, который мы любим, больше вот всех, которые здесь в теплице.
Он очень мясистый и вкусный. Я не хочу расхваливать его, говорить очень. Я одним словом скажу. Если мне скажут или вот этот помидор, или любой какой-то из этой теплицы, я выберу только этот. Все, я больше... То есть у меня, когда съедаются первые помидоры, это вот эти. Они, во-первых, вкусные, мясистые. Внутри у них, вот он очень тяжелый. Вам кажется, что я просто держу? Он очень тяжелый помидор. Он мясистый, сочный, не кашистый. И, знаете, вот такого вкуса, как раньше были помидоры. И это действительно помидор раньше были. Это помидор, который садил еще мой папа. И я каждый год собираю семена, оставляю один помидор, собираю семена. И вот так вот продлеваю жизнь этому сорту. Как он называется, я не знаю, но очень похож на Кенигсберг. Очень. Мадрид так Мадрид. Мадрид. Смотри, какой классный. Интересный. Так, а ну иди сюда. Ой, еще зеленых много очень. Ну, этот лежал на полу, понятно. Это можно курочкам отдать. Вот этот помидор надо, конечно, секатором. Буду сейчас как в цирке камикадзе. Ой, нет. Сейчас на самом интересном месте он может упасть и разбиться. Ой! Ты упала. Нет, помидор упал. Нет, целый. Целый немножко упал. Посмотрите, какой. Мне так интересно его взвесить. Я его обязательно взвешу. Ну, грамм 700 точно будет. До килограмма он не дотянет. А грамм 700 будет. Очень красивый. Это Мадрид. А этот Pink Sweetness. Очень красивый и очень урожайный. Вот, смотрите, сколько здесь помидоров. Ну, листья я все не обрезаю, поэтому увидеть все помидоры, которые тут еще есть, вообще нереально. Pink Sweetness. Для любителей красных помидоров возьмите себе на заметку пиканет. Уникальный тоже помидор. Посмотрите, сколько зеленых. Я не знаю, как показать вам. Ну, вот так вот подержу, а вы рассмотрите. Вот так. Это пиканет. Вот кто любит красные помидоры, обратите внимание на этот сорт. Вернее, гибрид. Пиканет это гибрид. Вот такая красотища. Растет себе и прекрасно наливаются плоды. Все ровные, крупные и без химикатов. Никаких я минеральных удобрений не кормлю их ничем. Просто куриный помет под землей на штык лопаты вместе с соломой. Не чистый помет, а с соломой смешанный. Все это на штык лопаты перекапывается и потом высаживаются помидоры в лунку, ничего не добавляю. У меня есть видео, где я показывала подробно, как я это делаю. Можете посмотреть. Я оставлю ссылочку под этим видео на это видео. И посмотрите, как я укладываю солому. И никакие больше удобрения не нужны. Ни для налива помидора, ни для увеличения кисти, ни для урожайности. Ничего больше не добавляем. Вот такой вот пиканет. Смотрите, какой он красный, такой транспортабельный. Плотная шкурка у него. Для баночки, скажем так, тоже подходит. Вот он. Вот такой он урожайный.
дальше растет, растет, и завязываются помидоры. А это Мадрид. Вот такие крупнющие. И тоже до самого верха. Тоже здесь куча помидоров. Айдар помидор я вам все время показываю. Все время показываю. Вот такая крупная сливка. Висит, наверное. И можно это уже и забрать. Больше будет силы у других. Так, перцы. Перцы растут. Растут, нарастают. Смотрите. Перцы обожают расти в теплице. Вот сколько их там много. Конечно, выборочно мы перцы уже рвем и уже кушаем. Выборочно. И никаких удобрений здесь нет. Никаких минеральных удобрений нет. Только все натуральное. Куриный помет. Солома. Я точно так же, как и помидорную теплицу, точно так же и перечную перекапываю с пометом. Смотрите, сколько здесь много. Вот. Вот такие перцы огромнейшие вырастают просто на натуральных удобрениях. Без никаких минеральных удобрений. В луночку я ничего не добавляю. Посадку перцев я показывала. И вот так вот выборочно. Вот. Грамм 300 будет точно одна перчина. Вот так выборочно вырываем уже. Не ждем, когда поспеют все на кусте.